Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. События до конца декабря. Давайте с вами узнаем. И у нас будут те события, мы будем с вами рассматривать в этом видео, которые не умещаются во временные рамки. Мы обычно с вами делаем прогнозы на 10 дней, на декаду. Вот давайте мы с вами узнаем, какие события или люди окажут влияние на вас и на вашу жизнь до конца месяца. И это, может быть, и будет что-то продолжено, но, возможно, вы какие-то уже сделаете выводы и до конца месяца. Давайте узнаем. И первые 3 карты мы достанем как 3 знака судьбы. Потоковая информация. Не задаем вопросов. Позволим картам дать нам подсказку, что вам нужно услышать или важно знать прямо сейчас, на что обратить внимание, к чему быть готовым, может быть, и так. Итак, 3 знака. А я всегда говорю, будем реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Вы переложите свои планы, ваши ситуации на метафору карт, и подсказок будет больше. Итак, первый знак судьбы у нас уже есть. Второй знак, как-то так получилось. Давайте достанем 2. Просилась карта. И третий знак судьбы. Что же там нам расскажут? И можем сказать, что это тоже где-то продолжение той потоковой информации, потому что основной вопрос, а к чему все идет? Зачем вообще это создалось или сложилось? К чему быть готовым? Или что случится, что произойдет, какое развитие будет у этих ситуаций, и в конечном итоге, как это все обернется, зачем это было нужно, да? Ну, тоже где-то. К какому итогу это все идет? Или что, может быть, и в вашу жизнь идет в связи с этими событиями. Итак, первый знак судьбы. Ух, карта говорит, не оборачивайся назад, весы. Вот все, что там у тебя было, что ты там думал или думала, но не совсем к реальной жизни, может быть, это теперь относится. Тут точно как Уран в знаке зодиака Телец в ретро-движении. Мы тут с приставкой переделываем, переписываем, пересматриваем. Но уже исходя из того, что будет прогрессом в будущем, потому что это карта будущего. Это карта скорости. И может быть у кого-то банально. Вот, кстати, я такое могу допускать, что вопросы, связанные с вашим перемещением. Может быть и переездом куда-то далеко. Или работой, которая связана с командировками или предложением таковой, или вы ищете таковое, да, желание работать, может быть, у кого-то из любой точки мира, или какая-то релокация офиса, или по другим причинам. Вам нужно вот срочно куда-то отправиться, может быть, до конца декабря. Кто знает, у кого-то и в гости, да? И тут какая-то все-таки по старшему аркану судьбоносная поездка, похоже, вам предстоит. То есть что-то она нам принесет. Может быть, это подготовка вашего автомобиля или замена вот именно вашего авто. Но карта говорит, тебе нужно быть или важно быть мобильным. И основные 3 составляющие, о которых я часто говорю на 2026 год. Первое– это финансы, потому что деньги– один из способов взаимодействия с миром. Второй момент– быть мобильным, буквально иметь возможность перемещаться или, может быть, для себя самого просчитывать именно варианты вашего перемещения. Даже если вы не водите машину, не имеете машины, нет, вот значит, все равно какие-то дороги будут. И третий момент– интернет. И если вот у нас из этих 3 составляющих, 3 китов, да, один как будто пункт провисает, тогда вторые 2 будут приходить на помощь. Ну, это мое личное видение, можно не соглашаться, но вот где-то карта колесница вам, мои дорогие, говорит именно об этом. Встречай будущего. Но даже если какие-то прежние ваши наработки, методы, задумки, они будут продолжены, тут продолжается именно то, что прогресс, да, для вас означает. Но это все равно нужно будет вам перекладывать как на новые рельсы, на новую реальность. Ладно, второе. Да точно, смотрите, тут какие-то контакты будут продолжены, это точно. Как будто по судьбе. Второй старший аркан, верховный жрец. У кого-то подписание документов, у кого-то
эти документы, может быть, пока вы важную какую-то бумагу, основную подпишете, аркан колесницы говорит о том, что вам 10, может быть, и мелких придется сделать. Ну да, и встретиться с кем-то, да, прояснить, может быть, узнать, как в отношении вас работает закон, потому что верховный жрец все-таки это система иерархии. Стало быть, это порядок, это система законов или правила какие-то, регулировки, которые весам нужно учитывать. Может быть, это и вы для того, чтобы осуществить какую-то важную для вас поездку. Вы просто банально вот до конца декабря будете пытаться, ну, максимально быстро что-то сделать или как обрести в вашем намерении некоторый фундамент, искать какие-то, может быть, и запасные варианты. По шестерке кубков это есть тот человек, который к вам относится искренне, мои дорогие. Но, тем не менее, не замечтаться все-таки определенно стоит. Потому что карта ностальгия. Мы можем здесь подзастрять и ничего не делать вообще. Или мы можем все же по этой карте понадеяться на того, кто на нас или на наши просьбы, на взаимодействие не откликнется, или может нас подвести. Колода Чиро Маркетти, хоть она и добрая, мои дорогие, но вот посмотрите, как будто прорисовал нам художник, да, 6 кубков. Но в 2 кубках крыски, мышки и рядом кошка. Не все однозначно, мои дорогие. Поэтому нельзя замечтаться. Надо для себя самого иметь какой-то четкий план действий. Или задавать себе вопрос, что я буду делать, если останусь один на один в какой-то ситуации. Или, ну, с каким-то, допустим, положением вещей, дел, и мне все равно надо будет что-то продолжать. Насколько вы готовы идти дальше и насколько далеко вы готовы зайти, хочется сказать, с учетом закона, с учетом возможностей. Это нам о чем? Хочется спросить еще. Наверное, у каждого тут что-то свое, потому что, ну, не случайно вот эти 2 старших аркана, вы сейчас зависите от внешних событий. Но вам как будто, да, вот как боги помогают. Что это? Да вам тут надо с финансами не оплошать, мои дорогие. Вот вам и крыски, вот вам и кошка, которая на страже. Как будто крыски, вот посмотрите, интересно, любую карту как метафору можно рассматривать и размышлять. Да, 4 кубка, как будто они даже подсвечены. Но здесь тут тоже идет подсвет, хотя, знаете, если мы перекладываем на китайский зодиак, как раз крыса– это символ того животного, да, олицетворяет, который умеет сохранить, накапливать, да, как известно, все в свою норку. Но тогда бы Чиро Маркетти не прорисовал кошку. И кто знает, может быть, эти крыски залезли в этот кубок, да, одна в один, другая в другой. Все там уже опустошили и рады бы выскочить. А нет, тут кошка стережет. Наблюдает. Ну, давай, я подожду, когда ты выпрыгнешь оттуда. Я уже приготовилась. Или приготовился, да? Вот такой какой-то есть момент. И хоть часто ведь шестерка кубков– это наши близкие, взаимоотношения с близкими. Но, может быть, это у кого-то личная история. И я должна сказать, у нас время с вами планетарное таково. И я, кстати, так описываю это в одной из своих статей. И попутно хочу вас пригласить на свой сайт. Ссылка в описании или ссылки в описании под видео. Там у меня и планетарные гороскопы, есть статьи по психологии. Вот у нас такой период, когда к нам могут возвращаться какие-то ситуации, люди из прошлого или люди, которых мы хорошо знаем. И нам, словно планеты, говорят, ты смотри, не замечтайся, потому что если была прежде какая-то проблема, она никуда не делась, она никуда не решилась. Скорее всего, люди не меняются. Ну, может быть, они хитрее и изворотливее становятся. Вот вам какую-то двойственную ситуацию нужно все-таки предусмотреть. И мы спросили, с чем это связано. Девятка кубков, карта эгоиста. Может быть, это конкретно связано с эгоизмом какого-то человека. Но тут больше эта карта говорит вообще-то финансового достатка. Поэтому вы сейчас ресурсны.
У вас время, силы, как, знаете, вы не просто подходите к нему, а вы мчитесь, а дальше в 2026 пойдет еще быстрее и еще интереснее для вас. Это правда. Особенно, когда Уран 26 апреля перейдет в знак зодиака Близнецы. Все знаки именно стихии воздуха. Вы почувствуете некоторое облегчение. Но в связи с этим будет много скоростей, возможно, много дорог и много непредвиденных событий. Но, знаете, это такой жизненный драйв, когда, ух, захватывает вот где-то то, с чего мы начали. Я тут вижу, вам нельзя просчитаться в части денег, в части приложения собственных сил. Вы как будто можете заработать хорошую сумму денег, заработать. Я не про лотерею ни разу, примите это к сведению. Но остаться довольным, а вокруг вас есть те, которые хотят этим воспользоваться. Вот я все-таки вижу такой момент. Значит, надо хорошенько продумать свою финансовую стратегию, тактику. Как приходят деньги, они не должны уходить. Тут вам как будто деньги нужно сохранять. Вот что я вам скажу. Что нужно вам услышать прямо сейчас. Финансы вам понадобятся потом. Тут и как по судьбе, тут и какие-то, возможно, перемещения. То, чего вы не видите сейчас. Вообще, наверное, наш расклад мы можем закончить, завершить. Карта мага. Карта мага – это великий практик. Карта мага – это карта того человека, магами мы говорим, не рождаются, а становятся. Тот, который чаще всего прошел какой-то сложный путь. Мне вот с учетом всех карт, которые вам выпали, тут что-то судьбоносное у вас. Знаете, чтобы долго не останавливаться, кому вот вообще, в принципе, Таро интересны, ну и будем говорить история, и где-то и литература, не без этого. Я хочу предложить прочитать роман, там, дилогия Всеволода Соловьева «Великий Розенкрейцер» или «Волхвы». Вот две книги. Главный герой Захарий Воинов. Это и есть как вот Розенкрейцер, маг. Его путь к свободе. Что такое есть магия? Да, и путь к любви. Очень сложная жизнь, буквально с детских лет. Становление мага. Поэтому вот, кому это интересно, прочитайте. Если где-то эти карты, мои дорогие весы, у вас 3 старших аркана, повторюсь, и как вы их чувствуете, если где-то перекликается все то, что я сказала, с вами, или очень, ну так, не просто перекликается, а как эхо многократно отдается вашей душе, найдите вот эти книги, прочитайте. Я думаю, они будут и в интернет в свободном доступе. Ну, или можно приобрести, прочитать в библиотеке. Поверьте, оно того стоит. Но для вас, ведь это мы говорим карта великого манипулятора, а других вариантов нет. Да, это карта дипломатии, потому что собирается, намеревается делать маг, он не расскажет никому. Но для него нет ничего невозможного, потому что он ставит перед собой правильные цели и надеется только сам на себя. Вот для вас какой-то судьбоносный период до конца декабря. Причем вы действительно что-то решаете и можете сейчас. Много инструментов в ваших руках, но вам, наверное, вот то, что мы с вами говорили, вот эти две крыски, которые уже все съели в этих кубках, да, опустошили. Они вам вот есть какие-то две, может быть, занозы, может быть, и одна. Ну так, аллегория. Но вам это обязательно нужно просчитать. Быть и мобильным человеком, да, если я сказала вот эти три составляющие. Быть и мобильным, думать и о финансах, ну и где-то отчасти интернет, один из способов тоже взаимодействия с миром. Вот все три составляющие – это способы взаимодействия с миром. Вот для вас это как архиважное значение, потому что это что-то будет переходить в 2026 год. К чему все идет? Ну вот по двойке чаш дипломатия, конечно, но это карта любви. Может быть, это вы идете, да, даже если вы один или одна, какая-то судьбоносная встреча. Мы не знаем, когда, может быть, к чему все идет. Это вы куда-то отправитесь, и там какое-то важное знакомство произойдет, к примеру, да. А может быть, на сегодняшний день есть те взаимоотношения, когда вы будете
продолжать. Тут нельзя все равно замечтаться, понимаете? Но эта карта искренности, как минимум она говорит, в вашем окружении есть один человек, который с вами как заодно, который верен, который искренен. Вот эти взаимоотношения, они как будто будут продолжены. Ну, давайте откроем другие карты. Нулевой аркан — это, конечно, все то, что я говорила, на будущий период. Это новый жизненный этап. И по аркану колесницы мы с этого начали. Но вот ведь в чем вопрос. Я тут вижу, что вам все равно нужно что-то сохранять. Все то, что я уже сказала. Девушка держит, как Грааль, это прообраз Грааля. У нее что-то получилось, она счастлива. Ей, знаете, как это и вдохновение, словно душа летает, да? И нам иногда так хочется, словно как, может быть, в детстве, взяться одной рукой за что-то, за какой-то предмет, для надежности, и вот так вот изогнуться, позволить телу, ну вот какой-то пируэт. И мы ведь в чем-то уверены. Так и на карте художник изобразил, держится за какой-то сухой сук, но она-то уверена, что надежная, какая-то опора, будем говорить, а на самом деле нет. И самое дорогое она как будто держит над омутом. И вот эти силы, которые она не видит, для нее это скрыто. Они уже начинают работу, и словно пошло вот взаимодействие вот с этим Граалем. И есть риск упустить что-то из рук. И это каким-то образом будет оказывать влияние на вашу жизнь. И это не что-то эфемерное, это реальное. Это что-то в плоскости. Вот то, что мы с вами говорили. К чему все идет. Ух ты, как у вас. Карта императрицы. Вообще это символ нового я. Это новый статус. Это вы маги-волшебники. И по императрице вы сами творите свою судьбу. До конца декабря у вас не просто какой-то очень важный период. Позвольте себе довериться Вселенной, пространству, судьбе. Будьте при этом, конечно, внимательны, чтобы не дать себя облапошить, мои дорогие весы. Вы встретите явно разных людей, но, вы знаете, для вас может быть где-то сложность в том, что вы вряд ли будете встречать на своем пути какого-то такого жесткого противодействия. Скорее всего, у вас будет испытание добротой или испытание лояльностью. Что я имею в виду? Может быть, да, вам даже покажется это несколько удивительно, когда с вами больше людей будут соглашаться до конца декабря или будут пытаться с вами установить какие-то контакты, получить какое-то взаимодействие. Помните, что у вас или в отношении вас эти люди, они могут иметь конкретный материальный расчет. Поэтому помни, кому помогаешь. Но именно вот в этом и состоит экзамен жизни. Видимо, в такой период, когда вы слышите то, что вам приятно, то, что вам нравится, задать себе вопрос: а зачем это нужно человеку? Вам нужно выделить только тех, кому вы доверяете. Только истинно надежным людям вам нужно причесать окружение. Для вашего будущего, для вашего статуса. Да, для кого-то вопросы переезда. Вы как будто можете уехать вообще куда-то, да? Ну, понятно, не все, но для кого-то это будет актуально. Ваши планы, они будут реализованы, но их нужно как-то реализовывать очень грамотно. Иначе, как эти две крыски, если мы их не заметим, ну, так 2 кубка пустые, так мы можем себя и буквально привести к какому-то нулю, и мы узнаем об этом нуле именно завтра, когда нам, может быть, понадобится вот это содержимое, да, этих кубков, или деньги, буквально так и хочется сказать, ведь это карта финансового успеха. Поэтому тут какие-то очень правильные решения. Императрица плодовита, мои дорогие девочки, для кого-то это личная жизнь, рождение ребенка или ожидание ребенка, кому это именно импонирует по возрасту и поставленным целям, скажем так. Но у кого-то это может быть и бракосочетание, мои дорогие. Конечно, мы все разные, может быть и обратный процесс. Но вы знаете, тут ведь словно освобождение идет. Вы чем-то остаетесь все равно довольны. Но императрица плодовита
и на творческий процесс, а среди вас очень много творческих людей. Что-то у вас на кону такое волшебно важное, а вам нельзя замечтаться. Смотрите, сколько старших арканов, причем таких добрых, и как это все обернется. Праздник какой-то будет до конца декабря. Как это все обернется. Ух ты, карта выбора правильного направления лет на 10-20. Нить Ариадны. Отправляйте в пространство важные какие-то, знаете, и добрые мысли в отношении самого себя. Мы можем сомневаться, мы можем даже не знать многих постулатов квантовой физики, да. Мы можем не знать принципы герметизма, как что внизу, то и вверху, очень древние, которые присутствуют во многих религиях мира. Но тем не менее мы сейчас часто слышим, да, или видим даже какие-то публикации, которые нам говорят о том, что мысль материальна. Вот то, что мы отправили в пространство, таким будет наш завтрашний день. Поэтому мысли-образы, мысли-ощущения, что я имею в виду? Здесь не совсем эмоции, а именно чувства. И если вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, вам нужно себя как видеть в том конечном месте или в каком-то конечном состоянии, к чему вы стремитесь, словно прочувствовать кожей, как будто у вас это все есть. Вот вам так говорит карта, потому что это для вас сейчас имеет какое-то принципиально важное значение. Вы формируете как голограмму вот то будущее, которое потом вам откликнется и вернется в реальную жизнь. Вот почему-то это важно. И поэтому вы, может быть, решая вот таким образом, уже я не повторяюсь, достаточно непростым, некоторые вопросы, вы делаете закладку фундамента лет на 10-20. Для чего все это было нужно? Стать харизматичным лидером. Правильно понимать, в чем вы участвуете, а в чем нет. Это командир вообще, в принципе, да, или тот, который отдает приказы. Сам он не торопится участвовать или делать, по крайней мере, какое-то дело за кого-то. Каждый призван заниматься своими делами, а не, ну, где-то так пригревшись в теньке, да, пользоваться благами других людей. Может быть, и для вас вот эти две мыши где-то это совершенно необходимо. Вот я больше вижу так, с учетом всех карт. Вам, может быть, кому-то из вас, когда, если вы чувствуете усталость, когда, ну, действительно, уже, ну, много пройдено дорог, может быть, и ошибок столько же сделано, но много и работы проделано. Вот вам какую-то нужно сейчас сделать совершенно точно паузу, перезагрузку, словно себя увидеть в качестве лидера. Потому что мы только что с вами об этом говорили. Вот именно в сторону лидерства, нового статуса. Хотя, может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, какие люди, если мы спрашивали, окажут влияние на вашу жизнь до конца месяца. Может быть, это контакты с конкретным человеком, который либо занимает пост, может быть, он и рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Кстати, человек себя может и даже сам о себе не знать, что у него асцендент. Не все знают, поскольку нужно именно время четко знать. А может быть, это просто какое-то знакомство. Или, знаете, даже мы иногда встречаем человека, который произносит важную фразу, опять же, а у нас вот некоторые пазлы в нашем сознании окончательно складываются. То есть может быть какая-то персона, которая тоже оказывает влияние именно на вас, но не в плане того, что какое-то даже сотрудничество. Мы говорили, что если это в отношении человека карта, то за вас тоже никто ничего делать не будет. Но, может быть, есть тот человек, как лидер, который, ну, вы как на него хотите равняться. Может быть, он обладает такими качествами характера, которых вам не достает. И вы так, никому ничего об этом не говоря, тоже будете где-то менять в новые энергии себя самого и вашу жизнь. Полный вперед, так и хочется сказать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, ссылки в описании под видео.
а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.